Итак, всем салют, девчонки и мальчишки. Сегодня речь пойдет о Nintendo Switch Pro контроллере. Как вообще он ощущает себя в 2023 году. Также небольшое сравнение с PS4 DualShock контроллер и, собственно, небольшой анбоксинг. Потому что вот он у меня. Новенький. Да, я уже открывал, но по сути это считаю анбоксинг. Он так и был у нас. Вот он. В таком чехле, со всеми стикерами, всеми делами. Вот так он стандартно идет. Что внутри у нас? У нас внутри кабель на USB Type-C, потому что в отличие от PS4, DualShock 4, да, у нас не micro-USB, а у нас нормальный современный USB Type-C. Это очень хорошо. Ну и макулатура у нас здесь также имеется. Кстати, она имеется здесь даже на русском языке. На мой взгляд, Pro контроллер действительно до сих пор актуален, то есть ничего не изменилось за эти годы, за годы его релиза. Замечательная крестовина, хорошие кнопки, триггеры. Самое главное, одно из самых главных, то, что он держит аж около 40 часов, ну плюс-минус, да, 40 часов он вытянет. В отличие от DualShock 4, тут, конечно, ситуация с автономностью поменьше. Гораздо поменьше. Но то Sony, это Nintendo. Если пробежаться еще по характеристикам, ну, как вы, скорее всего, все знаете, в нем, естественно, есть акселерометр, гироскоп и также есть HD Rumble, или как она там называется, функция HD вибрации, да. Хотя, по большому счету, вот мне что есть она, что нету. Но, что важно, в отличие от того же DualShock 4, в нем есть, я имею в виду в Nintendo Pro контроллере, есть NFC, например. Почему бы и нет, да? Но нету разъемчика вот этого здесь под гарнитуру. Батарея у него, кстати, литий-ионная, объемом 1300 мАч. Собственно, именно эта батарея и позволяет ему держать порядка 40 часов игры. Это очень-очень хорошо. Время заряда у него около 6 часов. Да, собственно, комплектация не такая богатая. А что здесь еще должно быть? Я не думаю, что какие-то экстраординарные фичи. Всего здесь все, что надо. Кабель, инструкция, хотя и все так понятно. Кстати, по синхронизации, допустим, как его синхронизировать со свитчом, просто втыкаете кабель в базу, свитч включаете, и, соответственно, идет синхронизация моментально, очень быстро, то есть никаких проблем и сложностей никаких нету. Комплектным кабелем все отлично работает. Кстати, второе видео у меня есть Pro контроллеры о том, как DualShock 4 коннектить к свитчу. Минус DualShock 4 будет в том, что вы не сможете включать свитч из спящего режима. А на Pro контроллере, естественно, вы сможете. Ну, как бы это not so big deal. И видео сейчас у нас не про DualShock 4, а про вот этот замечательный Pro контроллер, который абсолютно адекватен в новом году. По ценам, конечно, сказать сложно, потому что в России одни цены, в Европе цены другие. Сориентироваться достаточно сложно из-за курса, из-за всех вот этих дел. Но, тем не менее, я считаю, что вещь отличная. Вещь действительно стоящая своих денег. В любом случае, тем, кто играет много, ну и вообще хочет комфортной игры, это гораздо лучше, чем вот эти
убогие джойконы, они просто ущербные, эти джойконы, ненавистные, маленькие, кнопки маленькие. Здесь все отлично, эргономично и удобно. Вообще это отлично, действительно, и подарок, и такая вещь, у которой неплохая степень юзабилити. Потому что в большинстве своем к тому же свитчу стандартно невозможно подключить, например, DualShock 4, если у вас есть PS4 или там DualSense, как он называется. Кто его знает, да? Причем здесь Властелин колец? Но тем не менее. Поэтому, ребята, отличная вещь, как подарок, как вообще вещь, которую можно юзать, если ты играешь. А он гораздо, может быть, кому-то и удобнее, чем классический, фактически, DualShock, да. Он чем-то напоминает мне больше Xbox-овский контроллер. И однозначно в 2023 году стоит брать. То есть дрифта джойконов на нем быть уже фактически не должно, потому что конструкция в принципе другая. Ну, вот такие вот дела по поводу Pro контроллера, его комплектации, какой он идет. Да все такое же, ничего не изменилось, все хорошее, это все как и было. И он гораздо лучше, чем стандартные джойконы. Поэтому всем спасибо, кто посмотрел это видео или посмотрит. Вот мой канал, такой небольшой, да, на тему свитча и не только. Ну и всем пока-пока.